Друзья, всем привет! С вами капитан Максим, канал Максмастер. Примерно с середины Атлантического океана я вещаю. Я вам сейчас быстренько расскажу, что вы увидите в этом выпуске. Во-первых, это какие-то портовые операции, пока мы стояли в Чарльстоне. Это тот порт, из которого мы вышли на минуточку, Сингапур. Да, вам не послышалось. Я говорил, что мы идем в Портленд, Малайзия, но в морской жизни очень часто что-то меняется, и нам уже изменили место назначения на Сингапур. И это не последние изменения, которые нас ждут после портовых операций. Сам выход и нашу рутинную жизнь, которая оказалась не такой уж рутинной на самом деле, во время следования через Атлантический океан. Конкретно я вам покажу крещение очередное, так называемое по-английски Line Crossing Ceremony, во время прохождения, собственно, экватора, как это происходило. Уже несколько раз я вам это показывал, но всегда это новые люди, всегда это весело, всегда это интересно. И для людей, которые никогда не работали в море, для береговых, это довольно-таки интересно. И очень интересная работа нас ждет, а конкретно палубную команду, это замена ленточного стопора, так называемая серодоп. Работа трудоемкая, работа не на один день, запланированы 4, но я думаю, что 5 рабочих дней понадобится для того, чтобы это сделать. Что это такое, вы увидите чуть-чуть попозже, буквально через несколько минут. А сейчас я хочу ответить на 2 вопроса, которые мне задали в комментариях под предыдущим видео. Так как я сказал, что я буду периодически это делать, самое время начать. Во-первых, почему мы пошли вокруг мыса Доброй Надежды, вокруг Африки, а не через Суэцкий канал? Смотрите, я вам сейчас покажу путь нашего следования. Мы идем вокруг мыса Доброй Надежды, который на самом деле является не самой южной точкой Африки, как вы уже прекрасно знаете из моих предыдущих видео, а самой южной точкой Африки является мыс Игольный, где официально встречаются 2 океана, по 2 основным причинам. Во-первых, так экономически выгоднее. Да, несмотря на то, что путь длиннее, но он экономически выгодней, если идти с определенной скоростью. Почему есть такая выгода? Все дело в прохождении Суэцкого канала и в безопасности. Конкретно для нашего судна прохождение Суэца обходится примерно в 900 тысяч долларов. Может быть дороже, может быть дешевле. Это такая средняя цена, которая была 2 года назад. Все зависит от количества груза на борту, что это за груз, сколько опасного груза, ну и остальные составляющие факторы. Сборы самого канала, сборы агентства. В общем, много там переменных, но плюс-минус где-то 900 миллионов долларов только прохождение Суэцкого канала. Дальше Красное море. Вы знаете, что там ситуация не совсем безопасная на сегодняшний момент. И там нас эскортируют фрегаты. Как вы понимаете, эскорт фрегата тоже дело не совсем добровольное, а скорее всего платное. Ну и обязательно нужно заплатить экипажу. В зависимости от должности, каждому члену экипажа платят 1000-1500 долларов только за прохождение Красного моря, ну, определенную его часть. Поэтому экономическая составляющая, конечно, выгоднее, если вы идете вокруг Африки. Но я подчеркиваю, с эконом-скоростью. Если идти максимальным ходом, то получается не так выгодно. Сразу же, друзья, перехожу ко второму вопросу. Спросили, за сколько бы суток мы прошли это же расстояние с максимальной скоростью. Смотрите, очень легко посчитать. 12 300 морских миль, морских, я подчеркиваю, миль, с дизайнерской максимальной скоростью в 23 узла мы бы прошли примерно за 22 дня. Но у нас есть ограничения по оборотам главного двигателя. Опять же, это сделано с целью экономии, потому что, во-первых, вы тратите меньше топлива, а сейчас мы тратим где-то 130 тонн тяжелого топлива в сутки. Да, умножьте на цену тяжелого топлива, если я сейчас не ошибаюсь, где-то 600 долларов за тонну. И посчитайте, сколько мы тратим. И, во-вторых, ваши механизмы меньше изнашиваются, их надо реже, собственно, менять. Но тоже такая вот экономия. Если же говорить про нашу текущую максимальную скорость, она у нас ограничена Engine Power Limitation, так называемый, у нас заглушена одна из турбин. В общем, если брать нашу текущую максимальную скорость, то преодоление этого расстояния займет примерно 27 суток.
Мы же идем с эконом-скоростью, поэтому 35 суток нам нужно, чтобы преодолеть такое расстояние из Чарльстона, но я подчеркиваю, уже в Сингапур. Там небольшая разница, там всего разница в 170 миль в плюс, потому что Сингапур чуть дальше. Но тем не менее. Предлагаю же перейти непосредственно к самому ролику, о котором я вам уже так долго рассказываю. Вступление несколько затянулось. Напоминаю, с вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Приятного просмотра, полный вперед, поехали! Судно компании ЦИМ маневрирует. ЦИМ Шпинель. Выходят они. Стояли у нас по носу, отшвартовались и куда-то направляются. Разворачивает их через левый борт. Сейчас кормовой буксир подойдет, будет толкать, а носовой будет тянуть. Ну, стандартная схема. Но, честно говоря, здесь иногда разворачивают через правый борт, даже чаще через правый борт. Посмотрим, как мы завтра будем отшвартовываться. В прошлый раз было через правый борт. Потихонечку они разворачиваются. Тут спешка ни к чему. Смотрите, видите, написано ЗИМ, ЦИМ LNG, то есть это говорит нам о том, что судно работает на двух типах топлива, как на газе, на газу, так и, скорее всего, на дизельном топливе. Уже наполовину разворот завершен, прошло буквально 10 минут, быстро разворачивают, немножко осталось. Закончили разворот, судно дало ход, начало двигаться вперед, ну и будет выходить потихоньку туда, откуда мы только что зашли. Судно компании One Ocean Network Express японского судовладельца заходит в порт Чарльстон. One Milo. Будет он швартоваться туда, где только что стоял контейнеровоз судовладельца ЦИМ, который мы видели вот буквально с вами несколько минут назад. На то же место его ставят, чтобы место не простаивало. И вообще, в принципе, тут терминал работает на полную мощность. Смотрите, отработали они на задний ход, останавливают движение вперед, винт работает назад, тем самым останавливая судно. И будут они вписываться между нами и другим судном компании CMA CGM. Довольно стандартный маневр, стали параллельно практически, чуть-чуть под углом, это правильно, так многие делают, и буксиры его заталкивают. Ближе к причалу выровняют в параллель и просто поставят вдоль стенки причальной на кранцы. Максимально безопасно, максимально правильно. Все, практически поставили их нам по носу. Еще минут 10-15 и будут они стоять уже alongside.
Ну, красота. Блин, плохо видно, но там вот есть акула. Третий помощник постарался. Есть у парня талант. В какой-то момент судно достигло экватора, и я пошел проверять на корму реквизит для очень интересной традиции. Расскажу для тех, кто первый раз у меня на канале и не знает ее сути. В общем, когда судно доходит до экватора, то капитан должен попросить разрешения на его пересечение у Нептуна. Если на судне есть непосвященные, не крещенные моряки, которые никогда не проходили определенные испытания, то Нептун сначала должен проверить этих моряков, этих непосвященных, на то, что они способные моряки, а только потом дает разрешение на прохождение экватора. Всех 11 человек, в этот раз у нас было 11 человек непосвященных, мы привели, шуточно, естественно, связанных, на корму, где они должны были пройти ряд определенных испытаний. Здесь вот я стою, прошу у Нептуна разрешения на прохождение, он мне говорит, пусть пройдут испытания, тогда поговорим. Во-первых, некрещенного осматривал доктор, и если есть подозрение на болезни, то он подвергался специальным манипуляциям. Далее следовал туннель, так называемое чистилище, после которого каждому нужно было испить специальную микстуру для очищения изнутри и окунуться в купели с морской, обязательно морской водой, для очищения снаружи. Каждый из 11 человек должен был пройти подобную процедуру, без исключения. Хочу заметить, что в этот раз никто из 11 человек, которые ранее не проходили эту прекрасную традицию, не отказался от этой процедуры. В прошлый раз у нас некоторые люди отказались, по каким-то своим мотивам. У нас всегда это проходит максимально весело, максимально радостно. Много человек принимает участие, практически весь свободный экипаж. Есть те, которые, конечно, заняты даже во время проведения этой традиции, если это выходной, но тем не менее, работа есть всегда. Участвовали как кадеты, которые в принципе первый раз попали в море, им повезло попасть на такое судно, которое проходит через экватор, так и бывалые моряки, некоторые из них уже по 5-10 лет находятся в море и никогда либо не проходили через экватор, либо такую традицию не соблюдали на судне. И я, как моряк старой закалки, просто не могу не соблюдать такие морские традиции, тем более это очень сильно сплочает экипаж, да, и это просто весело. Такой себе, можно сказать, тимбилдинг на воздухе. Отказаться от участия может каждый. Это не принудительное такое мероприятие, даже не добровольно-принудительное. Просто вы по желанию либо участвуете, либо отказываетесь. Никто заставлять нас не будет. Но второго такого шанса поучаствовать в этой морской традиции, в принципе, в жизни может больше не представиться. В общем, возвращаясь к конкурсам, после прохождения, после того, как все члены экипажа пройдут конкурсы, которые предложил Нептун и его команда, в число которой входят как жена Нептуна, так и врач, должны быть еще звездочеты, виноделы, пираты, бродобрей, много там персонажей, у нас даже экипажа на всех не хватило. Капитан снова должен поинтересоваться у Нептуна, доволен ли он теми людьми, которые проходили испытания, и если да, то разрешает ли он дальше судну все-таки пересечь экватор. Или нет, или будем дальше проходить и по второму кругу. В этот раз, в принципе, как и в предыдущие разы, Нептун был удовлетворен полностью прохождением всех испытаний и разрешил все-таки судну пересечь экватор. И в подтверждение того, что все было по-честному, чтобы не мучить людей в следующий раз, Нептун должен был выдать каждому именной сертификат с присвоением морского имени. То есть это может быть акула, осьминог, анчоус, уже здесь как разыграется фантазия у самого Нептуна и у его команды. После того, как всем были выданы сертификаты, было получено добро на прохождение экватора, мы уже как друзья с командой Нептуна устроили водную битву.
yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Барбекю всегда хорошо, но очень жарко сегодня. Иду я, друзья, в носовую часть для того, чтобы показать вам ту самую тяжелую работу, о которой я упоминал, а именно замена ферродо на правом брашпиле. Ну, технически это полубрашпиль, потому что брашпиль, он соединяется, ну, весь один, состоит из правого и левого полубрашпиля. У нас они стоят отдельно, ну не суть. Вот, пацаны начали менять ферродо. Работа тяжелая, работа трудоемкая. И вообще я считаю, что она должна выполняться в заводе. Но наш износ достиг того минимала, при котором просто небезопасно его не поменять. Вы хотя бы на одном должны это сделать. Должны были еще это сделать 4, даже 5 месяцев назад. К сожалению, на тот момент не было нужных запчастей. Получили их только 1,5 месяца назад. И вот сейчас появилось время для того, чтобы такую работу произвести. На баке довольно шумно, сейчас еще и ветер. Не знаю, получится ли у меня прямую речь записать. Даже учитывая то, что у меня есть ветроподавление, не всегда получается. Будем надеяться, что получится. Параллельно тут еще пацаны занимаются, ну, тем же, чем мы занимались, в принципе. Отбивают переходные мостики. Видите, сколько грязи. Ну а что делать? Второй день закончился полноценный работы с этим брашпилем. Ну, какие изменения мы видим? Здесь все отбито. Вал, который соединяет брашпиль с лебедкой. Вал отбит. Друзья, в 2 словах я вам сейчас попробую объяснить, что здесь происходит, зачем вообще выполняется эта работа. Смотрите, это брашпиль, вот то вот брашпиль левого борта, брашпиль правого борта. Соответственно, там нос судна, туда мы направляемся. Брашпиль правого борта разобранный, поэтому буду объяснять на примере брашпиля левого борта. Смотрите, вот этот полукруг, где много-много-много болтов, и нижний полукруг, это называется верхний бугель и нижний бугель. Это регулировочный винт, с таким вот можно назвать его колесом. На разных судах по-разному выглядит, может быть не колесо, но вот это называется затяжной винт. Вот здесь внизу установлен вот такой вот, вниз уходит черный регулировочный винт. Снизу есть еще 2 опорных винта. Повернемся сюда, вот смотрите, это тормозной барабан. Сверху устанавливается верхний бугель, снизу нижний бугель, потом затяжной винт, регулировочный винт, ну и опорный там уже подгоняется по необходимости. Зачем они вообще нужны? Смотрите, когда якорь отдается под своим весом, не электромотором, а под своим весом, когда боцман ослабляет натяжение, верхний, нижний бугель разжимаются, тем самым освобождая вот эту вот тормозной барабан и освобождая звездочку. При этом якорь-цепь начинает травиться за борт, туда уходить. Когда боцман затягивает вот этот вот затяжной винт, он сжимает верхний бугель с нижним бугелем, тем самым они сжимаются, да, и останавливают тормозной барабан звездочки. С этой стороны покажу. Вот звездочка. Одна ее часть, вторая ее часть. Тормозной барабан, якорь-цепь, который выходит из цепного ящика снизу
и уходит за борт туда. Вот почему звездочка, видите лучи. Раз, два, три, четыре, ну и там пятый где-то. И вот как раз на этот тормозной барабан и устанавливается верхний и нижний бугель для того, чтобы его сжимать и не давать уйти якорь цепи за борт. Как бы это очень важный элемент в якорном механизме. Регулировочный винт, вот этот вот, регулировочный винт, он как раз и нужен для того, чтобы отрегулировать равномерный износ верхней и нижней части. Вот так вот выглядит снятый регулировочный винт. Вот покрасили один. Видите, сколько много отверстий? Вот это все болты будут здесь установлены. Вот еще один, из двух половин, он, как вы понимаете, состоит. Вот одна часть. А вон вторая. Куча толей здесь. Очень много. Считайте, там растянули. Там кран подготовили. Сама якорь цепь очень сильно закреплена. Тут швартовный конец. Это лебедка. Это вал, который соединяет брашпиль и лебедку. В нормальном положении он разъединен. Но как дополнительное средство безопасности мы решили его соединить. Ну, на морском языке называется сообщить. Masyado akong malakas Brad sa pindot. Продемонстрирую вам, чего у нас не было. У нас не было вот этих вот болтов и гаек. Как это часто бывает, они были. Они лежали в кладовке, все были уверены, что они есть и готовы к замене. Но, когда подошло время замены, когда состояние Феррадо стало уже, ну не то что критическим, ну пора было его менять, начали проверять диаметр, размер болтов, гаек, длину их и обнаружили, что они не подходят. А их, посмотрите, сколько. И они сделаны из определенного материала. Посмотрите, сколько их. Само Феррадо, но у нас было. Вообще оно может быть как сделано из такой полуленты, потому что это состоит из двух частей, то есть две части образуют круг, как два полукруга, да, две ленты. Либо может быть сделано, как в нашем случае, из пластин, которые идут одна за одной, просто устанавливаются. На судах поменьше, скажем, там 2000 контейнеров, 3000 контейнеров, у нас было Феррадо, которое было вот сделано из двух полукругов, как ленточное, да. Здесь же оно сделано из вот таких вот как бы прямоугольников, между которыми есть еще пластины. Уже полностью заменили. Вот так вот это выглядит. То есть большая пластина, вот такая прямоугольная, и узкая. Идут одна за одной, очень их много. И полностью меняется. Полностью меняется. Далее, это одна часть, как вы видите, да? Один такой полукруг. Дальше вторая часть. Ее еще не закончили. Сегодня ребята работают третий день, ну, грубо говоря. И вот завтра уже будут устанавливать. Они еще тут не закончили. Очень много отверстий. И старые вот эти вот болты с гайками, они были настолько старыми, что на них ушло очень много времени просто для того, чтобы их отпилить, снять. Они прямо были там закисшие, заплавленные некоторые, засохшие. Ну, очень было плохое состояние, много времени потратили на только то, чтобы их снять. А как смог, так и рассказал. Может, вам кажется это сильно тяжелым, чем-то таким заумным.
Но на самом деле ничего сложного тут нет, когда постоянно с этим работаешь, все понимаешь и выполняешь на автоматизме. Вот посмотрите, старые пластины от Феррадо. А тут чуть-чуть развалилось. Это снимали так, что поломали. Здесь, ну, сантиметр может. А вот это вот вообще давно пора было менять. Ну, здесь есть такие, периодически попадаются. Видите? Неравномерный износ этих пластин из-за того, что неправильно был настроен верх и низ. То есть верхняя и нижняя часть должны быть настроены так, что при зажатии ленточного тормоза, ну, собственно, этих двух элементов, которые я вам показывал, они должны одновременно сжиматься, равномерно. А когда одна сжимается сильнее, другая слабее, то происходит вот такой неравномерный износ. И получилось, что верхняя часть более изношена, чем нижняя. Честно говоря, не хотел я, чтобы экипаж это делал, но делать нечего, как я объяснил вам ранее. Там когда-то одна вьетнамская компания, я еще был дома, это было еще до того моего контракта, предложила свои услуги по замене вот этого как раз Феррадо за $12 тысяч и сказали, что они сделают это за один день. Как они собирались сделать это за один день, причем стоянки судна в порту, непонятно. Может, есть у них какие-то свои технологии. Есть, конечно же, друзья, еще альтернативные способы отдачи якоря, в которых не используется ленточный тормоз, например, только электромотором, но как элемент, который предотвращает, один из элементов, который предотвращает самопроизвольную отдачу в море, то он должен быть исправен на борту судна. Смотрите, следующий день, пластины Феррадо установлены, остались только пластины вот эти вот, которые узенькие. Это у нас что? Это у нас нижний бугель, да, с лентой Феррадо, лентой, опять же, не лентой. И верхний бугель. Но этот вчера еще мы видели был сделан. То есть уже практически все готово к установке, осталось только там докрасить, еще какой мейнтенанс подварить, и можно ставить. Феррадо, кстати, может приходить даже цельным куском ленты, просто вы заказываете сколько вам надо, и уже на борту судна оно подрезается, подгоняется под ваш, ну, локальный, да, под локальные нужды, под локальные бугели. Но у нас почему-то всегда приходило либо уже отрезанный полукруг, либо вот как сейчас такие уже нарезанные прямоугольные пластины. Не знаю, от чего это зависит. Может быть, ну, от цены, скорее всего, конечно, да, когда вам режут на заводе и когда вам приходится самому на борту судна этим заниматься.